Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как обработать вот такую заготовку бархатом, какие детали надо подрезать, что где обточить, как подрезать правильно ткань и, конечно, как разделить яйцо на 6 частей. Постаралась все подробно показать. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите. И, конечно, хочу сказать, что все материалы, с которыми я сегодня работаю, я взяла у Виктории. Многие спрашивают, где я беру материалы. Ссылку оставлю под видео на ее телеграм-канал. А сейчас приступим. Для работы сегодня я буду использовать вот такую заготовку. Размер заготовки у меня 10 сантиметров на 7 сантиметров. И вот она вот так вертикально закрывается. Будет на подставке. Также у меня есть вот такие вот заготовки яиц. Это горизонтальное открытие. Вот, и яйцо получается 13 сантиметров. Это яйцо буду обрабатывать в другом видео. Будет вот на такой подставке. И, конечно, мне понадобится бархат и горячий клей. И обработку начнем с того, что подрежем вот эту внутреннюю часть, которая держит игрушку, когда закрывается, и вот эту петлю. И я беру аккуратненько и вот так все выламываю. И вот так все по кругу. Вот эту часть тоже отламываем. У меня сейчас нету кусачек, поэтому я вот так аккуратно шевелю туда-сюда, чтобы размягчить вот эту часть, чтобы случайно не сломать игрушку. И аккуратно все это убираю. Вот она, вы видите, уходит. Обычно у меня есть кусачки, сейчас не могу найти. И также продолжаю обработку. Край я подрезала. Напоминаю, что мы подрезаем только на одной заготовке. Вот эти хвостики на двух заготовках. Теперь я беру наждачную бумагу и сначала стачиваю вот здесь верхушку. Можно это делать пилочкой, но так быстрее. Вот, и получается все ровное. Теперь на второй части. И теперь полностью беру и вот так все это натираю. Не буду шуметь, сделаю это за кадром, но полностью вот весь край у нас обточится. И вот у меня получается ровный край. И когда мы соединим яйцо, все будет идеально. Для обработки я буду использовать вот такой бархат и подготовим ткань. Здесь ворс маленький есть, и не забываем про направление ворса. И сразу делаем две детали, на переднюю и на заднюю. Для подготовки я складываю вот так на две части. Напоминаю, ворс он у меня идет с двух сторон вниз. Не вот так складываем, а именно вниз, чтобы шел. И так как у меня очень хорошо тянется ткань, я беру, почти впритык. Так, чуть-чуть еще больше. Вот, мне хватает. И здесь также вот примерно вот так. И разрезаю отрезок на две части. У нас сегодня вертолеты разлетались. Вот, две части. Направление ворса у меня идет вниз. Сверяю вверх-вниз заготовок и сразу складываю. Только переворачиваю на изнаночную сторону, чтобы не перепутать ворс. Здесь у нас низ заготовки и ворс у нас идет вниз. Для удобства я переворачиваю заготовку вот так и сначала подклеиваю низ. Хотя здесь кому как удобно. Мне удобнее именно низ. Нанесла клей и подклеиваю. Даю закрепиться. Теперь натягиваю верхнюю часть. Вот вы видите, бархат очень хорошо тянется. Можно было даже и поменьше отрезать. При этом контролирую, чтобы у меня здесь подклеивалась посередине ткань. Не вот так вот съезжала в сторону, а именно посередине. Придерживаю пальцем
и наношу клей. И все подклеиваю. И даю закрепиться. Ну а теперь дело техники. Отодвигаем ткань, наносим клей примерно 1,5 сантиметра, натягиваем бархат и даем закрепиться. Делаем это с одной стороны и с другой стороны. Здесь немножко приноровиться, и все у вас получится. И затягиваю я к середине. Не просто натягиваю, а именно к середине, чтобы здесь у нас не получилось складочек. И вы видите, как все укладывается. Теперь возвращаюсь наверх, снова наношу клей, немного его размазываю и вот так все натягиваю в середину. Вторую сторону. Делаем это постепенно, на каждую сторону. Не так, что с одной стороны все приклеили, нанесли клей, и потом мы пытаемся утянуть вторую сторону. Вот вы видите, никаких складочек. И все получается ровно. Возвращаемся сюда. Снова размазываю клей и натягиваю. Следите за тем, чтобы не было складочек. Одна сторона. Вторая сторона. Я специально не останавливаю камеру, чтобы показать вам весь процесс, потому что много новичков, которые не видели видео, которое я выкладывала, ну, 2 года назад. И вот вы видите, никаких складок, все у нас ровно. Одна сторона, вторая. И все к середине. Теперь сюда. Здесь уже можно полностью нанести клей. И все натягиваем. Вот одна сторона у нас готова. И теперь вот сюда. Наносим клей. Все натягиваем и даем всему закрепиться. Теперь проверяем, все ли у нас подклеено. Вот у меня здесь, вы видите, немножко не подклеено. Извините, поэтому отворачиваю, наношу клей и все подклеиваю. Все у меня подклеено. Я беру ножницы и лишнее убираю, чтобы не утяжелять заготовку. Ничего сложного. В принципе, так же, как мы поступаем в елочных шарах. И также обрабатываем вторую заготовку. Теперь нам надо склеить 2 половинки вместе. И многие жалуются, что не могут сразу нанести клей на все яйцо и склеить. Иногда этого и не нужно делать. Я беру, выравниваю, вот так, примеряю яйцо и пальчиками чувствую, что здесь все одинаково. Также я делаю вверх. Я включаю пистолет на горячий режим, и мне этого хватает. Если у вас нет горячего режима, то можно нанести на половинку, подклеить, потом вот так надавить на яйцо, и вот будет вот здесь такая ямочка. Нанести сюда клей и вторую часть. В этом случае у вас получится ровнее, чем просто вы будете стараться все это сразу нанести и приклеить. Так, еще раз примеряю. Вот, держу пальчики, не убираю. Теперь я просто пальчики отодвигаю, но держу, чтобы не обжечься, и наношу клей. Если у меня что-то не подклеится, я потом все это подклею. И соединяю все вместе. Пальчиками примеряю и прижимаю. Вот, хочу показать, если у вас не подклеилось, вот вы видите, я надавливаю. Теперь наношу клей немножко внутрь и подклеиваю. Если у вас что-то вот здесь вылезает, не трогаем, даем сначала высохнуть.
У меня все подклеилось. И вот теперь, когда все это высохло, можно взять ножнички и вот так аккуратненько все это подрезать. И вот что получается. Вот вы видите, в некоторых местах все очень гладко, а здесь это не надо пугаться, это просто направление ворса. Но когда мы будем работать, мы все это прикроем лентой. У меня, скорее всего, будет именно вот такой дизайн. И будет 3 слоя цепочки. Это я возьму 2 миллиметра. Так, не удержать все в руке. 1, 2. И здесь еще будет снова вот цепочка. Именно эта заготовка у меня будет разделена на 6 частей. И вот хочу показать, если вы не все подрежете, вот это вот, видите, клей, который вылез, то когда мы наклеим ленту, вот вы видите, получаются вот такие неровности. Я специально этому уделяю внимание, потому что на некоторых игрушках, которые мне присылают, я вот вижу именно вот эту ошибку. Вот теперь, когда мы все подрезали, вот вы видите, намного все получается ровнее. Ленту я буду клеить универсальным клеем уху. Можно использовать любой другой универсальный клей. Ну, можно, конечно, приклеить и горячим клеем, но, на мой взгляд, именно клеем универсальным получается намного аккуратнее. Я беру ленту и наношу немного клея, чтобы закрепить. Наношу клей и теперь вот так носиком размазываю его, чтобы клей не был в одном месте и не вылез, не испачкал мне бархат. Укладываю по шву, ровненько по шву и даю закрепиться. Укладываю в стаканчик яйцо и теперь работаю дальше. Просто беру, наношу клей, хорошенечко его размазываю, носиком растягиваю, придерживаю вот здесь и под натяжением приклеиваю. Даю закрепиться. Снова беру клей, наношу и продолжаю одно и то же действие. Вот, размазываю, беру яйцо и под натяжением. Обязательно под натяжением, чтобы у вас получилось все ровно. Теперь я измеряю остаток ленты, который мне нужен, прижимаю пальцем, практически вплотную подрезаю и обжигаю. И теперь уже на оставшийся край ленты наношу также клей, размазываю. Вот здесь край надо подклеить, чтобы у нас все приклеилось. Пальчиком вот так беру и под натяжением вплотную все подклеиваю. И даю закрепиться. И чтобы разделить нам ровно шар на 6 частей, яйцо, извините, не шар, отмечаем середину низа и середину верха. Вот у меня отмечено иголочками. Теперь я беру и примерно вот так вот вырезаю ленту, немного с припуском, чтобы мне хватило обвернуть полностью. И таких отрезков мне понадобится 2. Поэтому измеряю второй отрезок и отрезаю. Вот у нас середина низа. Теперь берем ленту, укладываем вот так под углом и вторую наверх. Вот, чтобы у нас вот именно вот отсюда, с этого треугольника, середина выходила. Вот таким образом. И именно так будем и подклеивать. Поэтому я беру примерно 5 миллиметров, наношу клей. Так, лишнее убираем. Вот, укладываю, чтобы у меня здесь была середина. И вторую ленту тоже 5 миллиметров, размазываем клей. И даю закрепиться. Ленту я буду приклеивать под натяжением, поэтому для надежности вот закреплю иголочкой, чтобы никуда ничего не убежало. Теперь вот эти ленты мы должны совместить вот сюда, к этой середине. Поэтому я беру именно под натяжением. Так лучше видно, криво у вас или ровно. Одну и вторую. Вот сюда на середину.
Вот, и теперь я смотрю, где у меня немножко криво, где ровно. Вот так пальчиком все выравниваю и слежу за тем, чтобы все вот эти расстояния у меня были одинаковые. Если вы вдруг не доверяете своему зрению, можно взять филигрань и вот так примерить на каждую сторону и посмотреть, сколько примерно от краев. Вот у меня почти все ровно. Вот немножко сюда. Вот. И когда нас все устраивает, мы берем иголочки и подкалываем. Так, надо иголочки поменьше. Где у меня? Вот они. И вот по краю ленты мы все подкалываем. И так поступаю со второй стороны. Этот метод я показывала, когда делила шары на 6 частей. Очень удобно. Можно подклеить еще со второго края. Если вы новичок, только начинаете это делать, вот мы иголочки устанавливаем со второй стороны. В этом случае вы уже точно не ошибетесь. Одна сторона и вторая. И вы будете знать, что ленту надо расположить посередине иголочек. Теперь можно ленты отпустить. Здесь я даже вот подколола. И устанавливаю шар. Так, эту сторону можно теперь убрать. Беру клей. Так, все у меня тут запуталось. Наношу клей. Мне немножко неудобно. Камера расположена чуть далеко. Так, много клея. Убираю. Растягиваю. Придерживаю пальчиком и вот так под натяжением подклеиваю. Даю закрепиться. Снова беру клей, наношу на ленту. Обязательно его размазываем, растягиваем, так скажем. И снова под натяжением вот посередине иголочек все подклеиваем. И также поступаем со второй лентой. Здесь можно использовать ленту с петельками. У меня ее с собой нету. Как-то я не предусмотрела это. Так, все размазали. Придерживаем. Так, у меня иголочка отодвинулась. И вот так под натяжением подклеиваем. Теперь, когда у меня все подклеено, иголочки можно снять. И будем обрабатывать вторую часть точно так же. Я снимаю все иголочки. Работа, конечно, не быстро идет. Но это вот вы видите, как все аккуратно получается. И теперь вот эти вот ленты я свожу вот сюда, чтобы у нас все соединилось. Затем я лишнее подрежу, но пока свожу, чтобы мне подклеить ленту ровно. Натягиваю. И вот я вижу, что где-то что-то неровно. Я поправляю все пальчиками. Если не уверены, как я уже говорила, берем филигрань и измеряем. Чуть-чуть передвинуть. Вот теперь все ровно. И также подкалываем с одной стороны и вторую ленту. Иголочки подколоты. Можно ленту подклеивать. Сначала подклеиваем ту ленту, которая внизу. В принципе, повторяем ту же операцию, что мы и делали. Наносим аккуратненько клей. Клей размазываем, растягиваем. Извините за соседей. Испанские соседи — это, конечно, катастрофа. И даем закрепиться.
Одну сторону я подклеила, вот не доходя примерно сантиметр. И теперь подклею вторую сторону. Обязательно клей растягиваем. В этом случае он у вас просто вылезет из-под ленты и испачкает вам бархат. И продолжаю работу. Иголочки можно снять, чтобы они не мешали. И вот я теперь примеряю, сколько ленты мне надо. И вот так, можно сказать, вплотную все подрезаю. Конечно же, надо все это дело обжечь. Так, один край будет и вот второй. Все лишнее подрезаем, чтобы у нас не было толщины. И теперь вот эти края мы подклеиваем. Я возьму даже с аппликатором легче работать. Все видно. Вот наношу клей. Все размазываю. И вплотную все подклеиваю. Одну сторону и вторую. Надо работать очень аккуратно. И даю закрепиться. И вы посмотрите, как ровно у нас яйцо разделилось на 6 частей. То, что здесь шов, это не страшно. Все это закроется стразовой лентой. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. В следующем видео я покажу подробно, как сделать декор. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.